Всем привет! С вами канал Математические эксперименты. Сегодня мы с вами будем экспериментировать с приближением функций с помощью многочленов. Ну и будем заодно изучать язык вольфрам математика методом погружения, как я люблю, без каких-то дополнительных пояснений. Собственно, сегодня я хочу вам рассказать про многочлены Чебышева. Так, чтобы вы увидели, как можно было бы самостоятельно до них дойти, решая конкретную практическую задачу. Давайте посмотрим на то, как выглядят эти многочлены. Вот пример одного многочлена. Вот график. Чем больше степень, тем больше колебаний внутри отрезка минус 1, 1. И важное свойство то, что минимумы и максимумы, они совпадают по модулю минус 1 и 1. Мы дойдем до этих многочленов, решая задачку приближения функций многочленами. Будем приближать вот эту функцию f, у которой есть имя, runge функция. Вот ее график. Есть такой пик в окрестности нуля. Мы будем пытаться приблизить эту функцию многочленом. Ну, тут, например, 12 степени. Символ Каевс содержит коэффициенты многочлена, а символ Поли содержит сам многочлен. Давайте сделаем так. Идея номер 1. Возьмем точки на отрезке минус 1, 1. 13 штук. Равномерную сетку точек. Назовем это так. И попросим многочлен проходить в этих точках в точности через те значения, которые принимает функция f в этих точках. Например, пример второго уравнения. Значение многочлена в точке минус 0,8333 равняется вот этому. И мы приравниваем это выражение значению функции f в точке минус 0,8333. У нас получается 13 таких уравнений на 13 коэффициентов. Математика без труда находит ответ. Вот наш многочлен. Этот многочлен в узловых точках, давайте так их назовем, проходит через те самые значения, через которые проходит наша функция f. Наша функция f – это синий график, а результат приближения – это желтый график. Ну, прямо видно, как желтый график совпадает с функцией f в этих вот 13 точках. Ну, нельзя назвать это приближение хорошим. Если в окрестности нуля еще более-менее ок, но и там тоже видно различие синего и желтого графика, то по краям вообще наступает полный разгайдаш. Если мы возьмем разницу, то увидим, что разница по модулю больше, чем единица по краям. А сама функция по модулю меньше, чем 1. То есть это плохое приближение. Если мы возьмем ряд Тейлора, так, лучше взять 12 степень, то мы тоже не обнаружим ничего хорошего. Вот на этом графике уже 3 линии. Исходная функция f синяя, наше приближение по сетке желтое и ряд Тейлора зеленый. Ряд Тейлора прямо в точности повторяет синий наш график в окрестности нуля, но снаружи вот отрезка этого минус 0,22 все еще хуже, чем у желтого графика. То есть две наших идеи оказались неуспешны. Приближение функции по сетке точек плохая идея. Приближение ряда Тейлора тоже не дает хорошего решения.
если нас интересует точность на всем отрезке минус 1, 1. Нужна какая-то третья идея. Наша идея номер 1 про сетку, возможно, будет успешна, если мы эти узловые точки расположим по-другому. Например, расположим их плотнее по краям отрезка минус 1, 1. У нас именно на краях отрезка есть проблемы, и если мы там поместим побольше узловых точек, в которых функция будет наша совпадать с исходной, то мы, возможно, победим эти проблемы. Давайте я поясню, почему равномерная сетка от минус 1 до 1 плохая на примере вот этого многочлена. Давайте построим график многочлена, который принимает значение 0 во всех узловых точках. Этот многочлен имеет небольшие колебания в окрестности нуля, но чем ближе к краю отрезка минус 1, 1, тем больше колебания. В этом и заключается его плохость. Возникает идея, давайте найдем такую сетку, чтобы колебания на протяжении всего отрезка имели одну и ту же амплитуду. Вот, примерно так звучит эта идея. Дальше я тут пытаюсь что-то сложное рассказать. Я беру этот многочлен и удаляю из него итую скобку. И рисую самые разные многочлены, их 13 штук, чтобы показать эту проблему, что если мы даже вот из многочлена убираем итую скобку, то в итом узле, в данном случае я убрал скобочку x минус 0, значение по модулю меньше, чем на некоторых промежутках между узлами. Это плохо. Потом вы поймете почему. Сейчас я не буду конкретизировать. Вот, значит, здесь я хочу нарисовать все базисные наши функции. Вот. Как это выглядит. Все 13 базисных функций. Точнее, не 13, здесь 11. Вот это вот 13 базисных функций. И проблема в этих базисных функциях в том, что когда мы смотрим на конкретную базисную функцию и смотрим на тот узел, который из нее был удален, она в этом узле принимает значение по модулю меньше, чем ее значение в каких-то промежутках других. Вот это вот одна из проблем. Возможно, это сложное и непонятное объяснение, но давайте пока его пропустим и перейдем к этой вот идее, которая прозвучала. Найти многочлен, который колеблется одинаково на отрезке минус 1, 1. То есть все его максимумы и минимумы имеют одно и то же значение по модулю. Это можно записать в виде такого кода. Давайте, значит, мы опишем многочлен как произведение скобочек x минус r и t. Table генерирует список скобочек, times переумножает все эти скобочки. И мы попросим, чтобы максимум из значения этого полинома на такой вот сетке точек от минус 1 до 1, чтобы максимум всех этих значений был как можно меньше. То есть задача стоит так. Minimize максимум из значений полинома на отрезке минус 1, 1. Запускаю. Он думает некоторое время. Сейчас посмотрим. Вот. Получили. Давайте нарисуем этот многочлен. Вот. Видите? Мы бы просили у многочлена принимать как можно меньше по модулю значения на отрезке минус 1, 1.
И он сделал многочлен, который называется по-английски equi-oscillating. Ну, то есть это и есть модули экстремальных точек равны. Ну, в данном случае они примерно равны. Видно, что, скажем, вот этот максимум чуть-чуть больше, чем вот этот. И это, кстати, говорит о том, что математика нашла не абсолютный оптимум, не максимально хорошее решение этой задачки. Как бы там ни было, давайте нарисуем, как выглядят корни этого многочлена. Нарисуем список корней. Ось x здесь ith номер, а ось y это как раз значение корня. Видно, что корни тут с краю поплотнее идут, потом расстояние между корнями увеличивается, потом снова поплотнее. Какой-то математик мог бы сказать: о, так это же очень похоже на синусоиду. Ну, точнее, на функцию минус косинус альфа х. Давайте проверим эту идею. Для того, чтобы это проверить, надо взять аркосинус или арксинус от этих значений корней и посмотреть, лежат ли полученные точки на одной прямой. Вот, я провел наилучшую прямую через эти точки и получил, что они почти идеально лежат на прямой. Вот, это первый способ прийти к многочленам Чобышева и понять, как они устроены. Хотя мне кажется, что сам Пафнутий Чобышев шел по другому пути, про который я потом расскажу. Итак, идея такая. Узлы, для которых мы должны записать равенство нашего многочлена и исходной функции f, являются косинусом от какой-то арифметической прогрессии на отрезке минус 1, 1. Ну, точнее, на отрезке от 0 до π. Видно, что вот здесь вот точки располагаются от 0 до π, но не доходят до π и не доходят до 0. Но здесь я специально взял неправильный вариант и крайние точки поместил прямо в нуле и прямо в π. И, соответственно, получил косинус единицы и косинус минус единицы. Давайте посмотрим визуализацию. Я на верхней полуокружности поместил 13 точек, равномерно распределенных, и спроецировал их на ось x. И дальше записал произведение скобочек x минус xit. И получил неуспех. У меня не получилась функция, которая equi-oscillating. Ну, потому что я сознательно допустил ошибку. Нам же математика сказала, что надо не доходить до нуля и не доходить до π. Хорошо. В этот раз я послушаю ее и сделаю такое вот изменение. Буду делить на n плюс 1, а не на n. И здесь сделаю внутри смещение на 0,5. Вот. И тут уже получается equi-oscillating многочлен. Визуализация. Вот видите, тут точки нет на окружности. Первая точка идет через половинку промежутка, потом промежуток, промежуток, промежуток и так далее. А потом снова половинка промежутка. И тут уже точки нет, самой крайней. Вот это вот и есть корни многочлена Чобышева. Давайте посмотрим, как выглядит приближение по этим узлам. Тут уже почему-то начинают появляться нечетные степени, но, кстати, их можно удалить вот таким простым правилом замены. Рисуем. И видно, что зеленое приближение уже гораздо лучше, чем желтое, которое у нас было.
Хорошо. Итак, вот наши замечательные узлы. Они называются узлы Чебышева. Чебышев Nodes. И опять мы можем рассмотреть множество базисных функций, которые устроены таким образом. Мы берем произведение всех скобок x минус x и t, только выкидываем одну из этих скобок. Вот здесь, например, выкинута скобка, у которой узел находился где-то здесь. И тут мы уже видим замечательное свойство. Значение этой базисной функции в узле по модулю сильно больше, чем значение этой базисной функции во всех остальных точках отрезка. И это верно для любого и. Окей. Предположим, что вы поняли эту идею. Вот, значит, здесь изображены все базисные функции для n равно 30. И тут можно даже пояснить. Вот каждый этот горбик – это как раз значение базисной функции в том узле, который из нее был выкинут. А, соответственно, например, вот этот горбик второго уровня, он соседний с тем узлом, который был выкинут. Видно, что с увеличением n отношение максимума в том узле, в котором был выкинут, к значению базисной функции в остальных местах, оно увеличивается с ростом n. То есть приближение становится все лучше и лучше, чем больше точек вы будете брать. И когда вы пытаетесь приближать функцию f, используя узлы Чебышева, вы с некоторым приближением решаете задачку такую: найти многочлен, для которого максимум модуля отклонения от исходной функции на всем отрезке минус 1, 1 минимален. Но они не дают точное решение этой задачки. Узлы Чебышева. Дальше, что я тут хотел показать? Я хотел пояснить еще пример с этой идеей базиса. Смотрите, я тут взял пятую базисную функцию, восьмую, домножил первую на 3, ну просто так, неважно на что, а вторую на минус 7. И получил такие домноженные базисные функции. Желтую, это как раз 3b5, и зеленую, минус 7b8. А функция f2 – это сумма этих двух базисных функций, домноженных на какие-то коэффициенты. И видите, зеленая функция, она проходит в этом узле через ту самую точку, через которую проходит желтый, а в этом узле она проходит через ту самую точку, через которую проходит зеленый. Ну, то есть вы как бы каждый базисный многочлен домножаете на то число, чтобы получилось нужное значение в том узле, который из него был выкинут. И когда вы потом просуммируете все базисные функции с этими коэффициентами, вы получите функцию с нужным свойством. Она будет проходить во всех узлах через те самые y, которые принимают значение функции f. Так, дальше мне, видимо, лучше пропустить. Здесь я расскажу про то, как получать многочлены Чебышева в математике. Просто есть уже готовая функция Чебышев t. Есть еще многочлены Чебышев u, многочлены второго рода. Они равны просто производной многочленов Чебышев t по x, и еще там какой-то множитель единицы на n. График выглядит таким образом. Ну, это вы уже поняли, как это все устроено. Вот несколько многочленов Чебышева сразу же нарисовано. Можно еще первый добавить.
Да, и еще. Как можно было бы получить довольно быстро многочлены, которые ходят между значениями минус 1, 1. Берем многочлен t2, 2х квадрат минус 1. Он обладает этим замечательным свойством. На отрезке минус 1, 1 он принимает значение от минус 1, 1. От единицы он идет до минус единицы, потом опять до единицы. И вы можете подставлять этот многочлен в себя и получать все более хитрые функции с большим количеством экстремумов на отрезке минус 1, 1. И все они будут одинаковые по модулю. Путаюсь. Вот. Правда, этот способ позволяет вам генерировать equi-oscillating многочлены со степенями 2 в степени k. 2, 4, 8 и так далее. Но оказывается, есть и все промежуточные значения n. Вот. И они называются многочленами Чебышева. Ну вот, я здесь нарисовал многочлены Чебышева второго рода. Ну, правда, ну да. Так, а как мне кажется, Чебышев дошел до них? Конечно же, он не мог взять и вызвать функцию, которая у меня там была. Как она называлась-то? n-minimize. У него не было такой возможности. Поэтому то, что он вызвал n-minimize, посмотрел на этот многочлен, посмотрел на этот график и потом взял r-косинус, это мои фантазии, конечно же. Скорее всего, так не было. Не так-то просто руками на бумажке решить эту задачку минимизации. Скорее всего, сработал другой метод. Мой любимый метод. Когда ты просто занимаешься случайным блужданием, скажем так. Ну, точнее, развиваешь свои мысли в самых разных интересных тебе направлениях. Копишь базу фактов математических. И потом, когда у тебя возникает задачка практическая, неожиданно приходит озарение, потому что у тебя накоплена база фактов. Скорее всего, такой метод сработал у Чебышева, и он, скорее всего, знал, потому что у него был накоплен такой интересный факт из жизни, что косинус nx можно представить как многочлен от косинуса x. Ну, сейчас, секундочку. Сейчас я все расскажу. Смотрите, вы, предположим, знаете эти две формулы разложения косинуса а плюс b и синуса а плюс b. Из этих формул сразу же следует, что косинус nx вы можете превратить в многочлен от косинуса x и синуса x. Но, о чудо, когда вы это делаете, вы обнаруживаете, что синус x входит с четными степенями. А значит, вы можете применить вот эту формулу и в итоге записать этот многочлен исключительно через косинус x. Я думаю, этот факт математический из тригонометрии был известен математикам 200 лет назад. И случилось озарение. Косинус nx, ну, в некотором смысле, by definition, это число от минус единицы до единицы. И поэтому косинус nx, как многочлен от косинус x, и есть то, что нам нужно. Он будет, кстати говоря, действительно несколько раз принимать значение минус 1 и 1. Чем больше n, тем чаще. Так, сейчас я это поясню еще на таком примере. Вот возьмем этот косинус 5х. Дальше поставим минус синус x в степени n. Вот это выражение. Короче, косинус 5х как многочлен от косинуса x
Это и есть многочлен Чебышева. Что еще? Как прийти к рекуррентной формуле для многочленов Чебышева? Делается это таким образом. Ну, возможно, кто-то знает формулу косинус а плюс b плюс косинус а минус b, но кто не знает, тот сможет получить ее вот из этих двух формул. Мы просто складываем первое и второе равенство и получаем следующее выражение. И из него непосредственно следует, что многочлен Чебышева n плюс 1 плюс многочлен Чебышева n минус 1 равен 2 умножить на многочлен Чебышева от n умножить на x. Вот, ну или можно вот таким образом это записать. Первые два значения такие. И из этого определения, из этих трех строчек, становится совсем ясно, что действительно это многочлены, а не какие-то другие функции. Кроме того, из этой рекуррентной формулы можно получить generation function для многочленов Чебышева. Вот как она определяется. Надо это проделать один раз, и дальше вы уже поймете, как из рекуррентной формулы получать производящую функцию. Берем, согласно этой рекуррентной формуле, generation function от xt минус 2tx и плюс t квадрат от gxt. Давайте вычислим это выражение. Вот чему оно равно. Здесь я его просто переписал. Дальше мы t помещаем сюда, и у нас получается t в степени n плюс 1. Этот t квадрат помещаем сюда, и у нас получается t в степени n плюс 2. Дальше мы делаем перенумерацию. Здесь мы суммируем от единицы, и уже не пишем тут n плюс 1, а пишем просто n. А здесь пишем, соответственно, n минус 1. А здесь пишем tn, но суммирование от 2, а здесь n минус 2. Дальше мы эти три суммы объединяем в одну сумму, и t в степени n выносим за скобку. Правда, у нас от первой суммы остается первые два слагаемых. А от второй суммы, вот они. А от второй суммы остается одно слагаемое. Вот это вот. Эта сумма у нас равняется нулю, просто потому что данное выражение равняется нулю. Это и есть та самая рекуррентная формула, только записанная, ну, вот так вот. Знаком минус, и это все равно нулю. Поэтому то, что мы с вами исходно вычисляли, равно просто вот этому выражению. То есть это равно этому. То есть мы получили ответ. Давайте проверим, что все у нас хорошо. Вот. Таким образом получаются многочлены Чебышева. При t в степени n оказывается многочлен Чебышева степени n. И этот многочлен является решением задачки min-max. Ну, с точностью до коэффициента. Он является решением вот этой вот задачи. Хорошо. Еще сегодня я хочу вам напомнить про многочлены Бернулли и нарисовать их графики. Дело в том, что они на самом деле тоже в некотором смысле equi-oscillating. Вот, например, 15-й многочлен Бернулли. Видите? Здесь узлы расположены равномерно.
но при этом количество колебаний мало, меньше, чем 15. Вот 16 многочлен Бернулли. И здесь видно, что он не совсем equi-oscillating. Вот этот экстремум и этот, они какие-то странные, крайние, у них другие значения. Вот 17. Вот 18. Смотрите, как интересно. Как будто бы многочлены Бернулли рисуют синусоиду, но в какой-то момент срываются и уходят в степенную зависимость. Это действительно так. Действительно, многочлены Бернулли в некотором смысле стараются приблизить синусоиду как можно лучше. И с номером n они все лучше и лучше приближают эту синусоиду. И все на большем промежутке. Давайте нарисуем здесь вот несколько многочленов Бернулли. Только их хитро отнормируем. Не обращайте внимания, тут в этой нормировке нет никакого глубокого смысла. И домножим еще их на 1 и минус 1, чтобы посмотреть на вот эти два семейства, как бы явным образом. Четные и нечетные многочлены Бернулли. И видно, что в младшей степени они, вот зеленые тут, раньше срываются. А чем больше степень, тем позднее происходит срыв в что-то, значит, отличное от синусоиды. Чем больше номер многочлена, тем дальше он успевает уйти по синусоиде влево и вправо. Так, что я тут еще хочу показать? Ничего не хочу показать. Пример многочлена 25 степени. У него, если не нормировать, экстремумы колеблются между 350 тысяч, вот, со знаком минус и плюс. То есть модуль колебаний растет. Но на что я хочу обратить внимание? Давайте возьмем этот многочлен, нет, 15 степени, и посмотрим, где находятся корни производной от этого многочлена. То есть найдем иксы для экстремальных точек. Вот они чему равны. Минус 1, 2, 2, 2, 1, 13. Минус 0, 7, 4, 9, 9, 9. Давайте вычислим промежутки между этими корнями. Когда у вас есть список чисел, и вы хотите вычислить разницы между соседями, то используйте лист конволв. Разница между этим корнем и этим 0,47,2 и так далее. Между этим и этим что-то очень близко к 0,5. Вот. Видно, что экстремумы находятся не строго на расстоянии 0,5. И сами значения экстремумов тоже не идеально равны друг другу по модулю. Видите? И даже вот между этим и этим значением тоже есть различия в каких-то далеких знаках. Это можно показать, нарисовав небольшой кусочек плоскости XY. Так. Да, вот еще интересная картинка. Я здесь рисую многочлен Чобышева синим цветом, а поверх него рисую косинус. Смотрите. Видите? Многочлены Бернулли стараются быть равными косинусу, но в какой-то момент срываются и уходят в бесконечность. Это я тут бегу исключительно по четным номерам. Очень интересное свойство многочленов Бернулли, про которое я не слышал. Интересно, может быть, кто-нибудь из вас знает про это свойство? Изучалось ли оно где-нибудь? Разница между
многочленом Чебышева и косинусом довольно-таки маленькая. Видите, 10 в минус 7 для многочлена 24 степени. И эта разница сильно уменьшается с ростом n. Вот такое вот удивительное свойство. То есть многочлены Бернулли, они почти equi-oscillating. И может быть, если вы хотите приблизить функцию все-таки на равномерной сетке, то надо использовать многочлены Бернулли. Но правда их придется брать в большей степени, чем количество точек у вас. Да, здесь я нарисовал тоже классную картинку. Это корни многочлена Бернулли на комплексной плоскости. Я уже говорил, обращал внимание, что многочлены Бернулли, они делают меньшее количество колебаний, чем их степень. Почему? Потому что часть их корней имеют мнимую ненулевую часть, и вот как расположены эти корни. То есть, смотрите, эта идея, что надо с краю поместить побольше корней. Многочлены Бернулли реализовали таким образом. Они их разместили с краю, но в комплексной плоскости. А в серединке все-таки сделали equidistance, примерно одинаковое расстояние между корнями. И если вы среди этих корней один удалите, то вы опять получите это замечательное свойство, что в этой точке значение многочлена Бернулли больше, чем где-либо в других местах этого отрезка. Но здесь неприятность некоторая наблюдается. Не происходит уменьшение отношения модуля значения в этой точке и модуля во всех остальных точках на отрезке. Ну и еще вот этот вот необычный рост удлинения самого отрезка. Это не отрезок минус 1,1, а постепенно увеличивающийся отрезок. И еще один момент, про который я забыл рассказать. То, что есть задачка поиска полинома, для которого максимальное значение модуля минимально на отрезке, а есть задачка сделать многочлен, у которого экстремальные точки одинаковые. И оказывается, вот этот экстремальный многочлен обладает свойством equi-oscillation. Как ее доказать, эту теорему? Equi-oscillation theorem. Я не претендую на абсолютно строгое доказательство. Идея такая, от противного. Пусть у нас есть многочлен, который является решением вот этой задачки. И пусть он не equi-oscillating. Пусть у него есть экстремум, который по модулю больше, чем все остальные. Например, если их несколько, это сложный случай, его надо рассматривать отдельно. Но пусть есть один какой-то выдающийся экстремум, максимум, который больше, чем остальные максимумы по модулю. Тогда мы можем сделать следующее. Возьмем, пусть это многочлен 12 степени, и у нас есть 13 коэффициентов. Точнее 12, потому что это моник многочлен. И давайте рассмотрим это 12-мерное пространство коэффициентов и рассмотрим небольшую окрестность вокруг текущей точки, вокруг значений этих коэффициентов, которые получились при решении данной задачи. И давайте рассмотрим настолько маленькую окрестность, сферу 12-мерную, ее внутренность, чтобы в пределах этой сферы не нарушалось свойство, и тот наш максимальный максимум был по-прежнему больше, чем все остальные. Возьмем настолько маленькую сферу, чтобы это свойство выполнялось. Дальше. Обрати внимание, что в нашем узле экстремальном
Значение полинома есть просто линейная функция от коэффициентов, от этих 12 коэффициентов. Это значит, что на нашей сфере 12-мерной есть направление, в котором мы можем уменьшить значение этого максимума. Давайте перейдем в эту точку сферы, где происходит уменьшение нашего максимума. Тогда мы получим ответ, который лучше решают задачу минимизации максимума. И мы получаем противоречие. То есть тот наш исходный многочлен, видимо, не является решением нашей задачи. А мы предположили, что он является. Значит, у многочленов, которые являются решениями этой задачки, не может быть такого, что экстремумы по модулю имеют разные значения. Это не строгое доказательство. Не строго связано с тем, что я, конечно, уменьшил значение максимум в узле, но никто же не обещал, что чуть-чуть правее не появится новый максимум еще больше. И я не рассмотрел случай, когда у нас есть несколько максимальных значений одинаковые по модулю. Но эти кейсы можно аккуратно рассмотреть. Лучше просто почитайте Википедию и узнайте, как доказывается эта теорема. На сегодня все. Всем пока.